Вы когда-нибудь видели глаза системного администратора, которому прилетает алерт от основного массива? Загрузка по параметрам, таким как утилизация процессора, занятое место или пропускная способность превысила 90%. Еще вчера в отделе царила полная уверенность, что все под контролем. Ведь на бумаге, по спецификации, у них куплено современное СХД, которое поддерживает протоколы NVE over Fabrics, является All-Flash и заявленный миллионный IOPS. В голове неопытного инженера живет опасная иллюзия. Если мы купили СХД, у которой вот такие максимальные параметры, значит мы имеем право использовать их на все 100. Это классическая первая ступень, неосознанность проблемы. Но вот наступает утро рабочего дня. База данных начинает отвечать не за миллисекунды, а за секунды. Очереди ввода-вывода растут. В этот момент штатная эксплуатация инфраструктуры мгновенно переходит в режим жесткого кризисного менеджмента. Здесь цена архитектурной ошибки становится очевидной. Технологический инцидент напрямую грозит остановкой критических бизнес-процессов предприятия. И возникает вопрос о том, кто виноват и что делать. Угроза бизнесу более чем реальна, а счет времени идет на минуты. Но самое опасное в этой ситуации – это не сам алерт в системе мониторинга. Самое опасное – это понимание того, что даже экстренная закупка дополнительных ресурсов прямо сейчас не спасет ситуацию. Вы можете пойти к руководству, оперативно согласовать хоть десятки миллионов бюджета, но телепортацию у нас еще не придумали. Корпоративная логистика 2026 года требует времени. И что еще хуже, ваша система исчерпала свои возможности не потому, что диски или другие компоненты не приехали вовремя. Она деградировала потому, что вы уперлись в физический предел самой архитектуры. В контроллерах вашей СХД закончились свободные интерфейсные порты. Нет свободных слотов расширения. А загрузка процессоров на служебных операциях достигла той точки, где масштабироваться дальше просто физически некуда. Вы приобрели оборудование, которое идеально подходило для стартовых условий, но оказалось абсолютно не готово к прогнозируемым нагрузкам. Сегодня мы будем разбирать устаревшие парадигмы. Мы поговорим о том, как спроектировать enterprise-системы, которые не потребуют worklift upgrade уже через год или 2 года эксплуатации. Мы спустимся на уровень физики и разберем, почему пресловутые 80% нагрузки – это не просто желтая зона в системах мониторинга, а настоящая точка невозврата. Мы научимся выбирать ядро системы с честным расчетом на пятилетку. И самое главное – мы разберем, как на языке финансистов и ROI объяснить бизнесу окупаемость инфраструктуры, чтобы перестать платить успешные на бумаге, но не жизнеспособные в реальности проекты. Чтобы найти решение, нам нужно понять физику проблемы. Давайте раз и навсегда зафиксируем правило 0.8. Это универсальный порог деградации абсолютно любой сложности IT-системы. И я акцентирую ваше внимание. Это правило касается не только свободного места на дисках. Это лишь частный случай. Правило 0.8 применимо ко всему комплексу метрик. К утилизации процессоров контроллера, полосе пропускания каналов, к глубине очереди ХБА-адаптеров и к дополнению флеш-ярусов, так называемой Tier 0. Почему именно 0.8? Откуда взялась эта цифра? Правило 0.8 пришло нам из телефонии столетней давности. Еще тогда инженеры поняли, если занять линию на 80%, следующий звонок может не пройти. Впервые это сформулировал и доказал датский инженер Эрланг. 100 лет назад это был риск не услышать голос близкого человека. Сегодня это риск уронить систему и потерять прибыль. Математика Эрланга одинаково работает и для телефонного кабеля, и для процессора. Если любая из перечисленных метрик превышает порог 80%, ваша система меняет модель поведения.
Она перестает эффективно обслуживать запросы приложений и начинает генерировать избыточный внутренний оверхед, обслуживая собственные механизмы выживания в условиях жесточайшего дефицита ресурсов. Давайте разберем это на примере процессора-контроллера. В современных SHD-контроллерах это сложнейший вычислительный узел. Когда его процессор загружается свыше 80%, операционная система массива начинает тратить колоссальное количество тактов на переключение контентов и обработку прерываний. Система вынуждена непрерывно перераспределять приоритеты. Что важнее прямо сейчас? Отдать блок данных серверу, прочитать хэш для дедупликации, сжать данные или выполнить асинхронную репликацию на резервную площадку. Любой, самый незначительный микросплеск нагрузки, старт бэкапа или пользователи массово выгрузили тяжелый отчет. Выше этой точки 80% мгновенно приводит к лавинообразному росту задержек. Вы видите это как деградацию производительности, хотя процессор формально загружен не на 100%. То же самое происходит и с пропускной способностью. Будь то Ethernet на 100 гигабит или Fiber Channel на 64 гигабита. По мере приближения к утилизации в 80% в коммутаторах начинают заполняться буферы. Возникают микрозаторы. Кредиты буфера истощаются. Пакеты встают в очередь ожидания. И задержка ответа на уровне приложения вырастает не линейно, а по экспоненте. Но самое показательное действие правила 0.8 мы видим на флеш-памяти. И здесь я хочу предотвратить возражение опытных инженеров. Вы можете сказать, в современных Enterprise NVMe накопителях заложен скрытый резерв емкости, Over Provision. Диски сами справятся с уборкой мусора. Да, физические ячейки флеш-памяти не выйдут из строя мгновенно. Но проблема кроется на уровне контроллера самой SHD. Когда занятая емкость переваливает за 80%, база метаданных массива колоссально разрастается. Алгоритмы глобальной дедупликации и компрессии начинают потреблять избыточные такты ЦПУ, судорожно пытаясь оптимизировать оставшиеся крохи пространства. Write Amplitation взлетает именно из оверхеда на уровне контроллера массива. В итоге вы платите значительные бюджеты за скорость all-flash, а получили производительность фрагментарного жесткого диска. Не из-за физики NAND-памяти, а потому что не оставили вычислительной логики SHD пространства для маневра. Осознав эту механику, мы переходим к методологии решения. Как не допустить подобного сценария? Здесь в игру вступает наше золотое правило 0.6 на старте. Здесь важно четко разделить два архитектурных понятия – планирование емкости и планирование ядра. Дисковую емкость мы закупаем по правилу 0.6. Мы берем текущие аналитические данные по нагрузке и рассчитываем оборудование так, что в день ввода в промышленную эксплуатацию занятое место не превышало 60%. Оставшиеся 40% – это ваш заложенный прогноз роста на 1-2 года вперед. Диски дешевеют, закупать петабайты сразу на 5 лет вперед экономически нецелесообразно. Стартуя с 60% по емкости, вы покупаете себе золотой год архитектурного спокойствия. Вы знаете, что когда нагрузка неизбежно достигнет 80%, запущенный заранее процесс закупки уже обеспечит доставку новых полок с дисками в ваш ЦОД. А вот ядро системы, контроллеры, порты, процессор, предел расширения по дискам мы обязаны проектировать совершенно иначе. И здесь нас поджидает ловушка фиксированного ядра. Дисковые полки – это периферия, но голова SHD – это фиксированная величина, особенно в сегментах Mid и Entry Range. Да, вендоры будут предлагать вам привлекательные подписки, обещая возможность замены контроллеров на лету, так называемые Data in Place апгрейды. Технически это реализуемо,
Но финансово это приобретение новой головы по прайс-листам текущего года, требующее запуска нового цикла согласования бюджета. Если вы изначально приобрели слабый контроллер и через 2 года пришли к финансовому директору за бюджетом на апгрейд по подписке, для бизнеса это выглядит как грубая ошибка вашего планирования, если вы это не обговорили в начале проекта. Поэтому спецификация головы должна рассчитываться на весь цикл финансовой окупаемости, то есть на 5 лет вперед. Вы обязаны выбрать такую платформу, которая через 5 лет, когда вы подключите к ней максимальное количество полок расширения, все еще будет находиться в безопасной зоне, не пробивая порог 0.8 по процессору, пропускной способности, портам и так далее. Мы разобрались с физикой. Теперь давайте перейдем к финансовой плоскости, защите бюджетов и планированию сроков. В Enterprise сегменте инженеры и финансисты постоянно балансируют между двумя фундаментальными горизонтами – 5 лет и 10 лет. Любой крупный вендор предложит вам систему с контрактом технической поддержки на 3 или 5 лет. Для отдела закупок и бухгалтерии эти года и есть официальный срок жизни устройства, после которого оно амортизируется. Но для бизнеса и для вас, как для главного архитектора, реальный горизонт должен быть как минимум на год больше. Зачем? Потому что корпоративные данные живут долго, а миграция сотен терабайт, а тем более петабайт информации с одной платформы на другую требует отдельного бюджета, несут риски потери данных и требуют технологических окон для обслуживания. Профессиональное проектирование – это когда вы строите модульную, слабосвязанную систему. И через 5 лет, когда у старой СХД заканчивается период поддержки, вы не перестраиваете всю сеть, вы просто разворачиваете рядом СХД нового поколения, прозрачно мигрируете данные и выводите из эксплуатации старое ядро. Архитектура живет дальше, а аппаратные платформы внутри нее обновляются каждые 5 лет. Здесь мы неизбежно сталкиваемся с финансовым директором и вопросом окупаемости. Как правильно считать ROI в IT-инфраструктуре? Исторически сложилось так, что IT носит клеймо «центр затрат». Мы не производим продукт напрямую, мы лишь потребляем бюджеты. Если вы будете транслировать такую позицию, вам никогда не согласуют бюджет с запасом прочности на 5 лет. ROI в IT-инфраструктуре считается иначе. Она базируется на ценности предоставляемого сервиса и грамотном управлении рисками, стоимости полного простоя и скрытых убытках от деградации сервиса. Финансовый директор может сказать, если СХД загружена на 85%, она не простаивает, она просто работает медленнее. Зачем нам переплачивать? И вот здесь вы должны объяснить, что если из-за микрозадержек на перегруженные СХД тысячи ваших сотрудников тратить на загрузку CRM-системы или обработку отчета на 5 секунд дольше при каждой транзакции, посчитайте совокупную стоимость этого потерянного рабочего времени в масштабах дня, месяца, квартала. Эти скрытые убытки для компании из-за банального снижения продуктивности персонала. Инфраструктура – это бизнес-фундамент в реалиях 2026 года. Закупка оборудования с аппаратным запасом на 5 лет – это не инженерная прихоть, а математически обоснованная страховка от снижения эффективности всей компании. Тут важно рассказать про критическую инфраструктуру. В каждом правиле есть дополнение. Я говорю про банковские процессинговые центры, биллинговые платформы телекомов, государственные реестры. Данные системы недаром проходят сложнейшую процедуру сертификации и аттестации. Для таких сверхкритичных контролов миграции на новое оборудование через 5 лет – это колоссальный операционный риск и возможное повторение прохождения всех комплаенс-процедур. В подобных уникальных кейсах бизнесу математически выгоднее и безопаснее оплачивать вендору расширенную техническую поддержку. Еще 5 лет сверхстандарта, вплоть до официального end of life. Это обоснованная плата за стабильность. Стандартный цикл окупаемости в Enterprise – это 5 лет, и оборудование обязано поддерживать масштабирование на протяжении всего этого срока. Но на практике мы часто сталкиваемся с тем, что под жестким давлением этот горизонт пытаются сократить до 3 лет, чтобы оптимизировать капитальные затраты.
Это допустимо, но исключительно с полным осознанием принимаемых рисков. И да, если ваш IT-проект не демонстрирует финансовую окупаемость, даже при трехлетнем горизонте планирования, проблема кроется в самой бизнес-модели, а не в стоимости аппаратного обеспечения. Игнорирование этого правила ведет прямиком в бюджетный тупик. Это ситуация, когда проект в финансовых отчетах выглядит исключительно рентабельным, потому что был выигран тендер на дешевое оборудование без архитектурного запроса. Но через 1,5-2 года эта бюджетная СХД упирается в потолок. Проект внедрения формально закрыт, но бизнес получает деградирующую систему. Это системный сбой планирования, вызванный экономией на ядре инфраструктуры. Давайте подведем итоги. Зрелый архитектурный проект – это не тот, который удалось запустить ровно в срок и сдать в эксплуатацию. Профессиональный проект – это плановое решение ресурсов на горячее, а не участие в антикризисном комитете. Вот базовые принципы архитектурной гигиены. Первое. Разделяйте емкость и ядро. Емкость закупается по правилу 0,6 с горизонтом в 1-2 года, а ядро системы рассчитывается на весь 5-летний цикл окупаемости. Второе. Не попадайте в ловушку data in place. Замена контроллеров на лету – это отличная технологическая возможность, но финансово это означает приобретение нового оборудования. Делайте расчет, что будет выгоднее, чтобы контроллер работал до конца амортизационного цикла или вынужденные апгрейды с технологическими окнами простое оборудование. Третье. Помним про горизонт 3 года. 3 года – это критический минимум. Если система рассчитана на этот период, не окупается, необходимо пересматривать финансовую модель проекта целиком, а не плодить фиктивные успешные внедрения. Четвертое. Аргументируйте бюджеты через скрытые убытки от деградации и стоимость простоя. Защита операционной прибыли компании и продуктивности сотрудников – это аргумент, который всегда конвертируется в адекватные IT-бюджеты. Проектируйте так, чтобы ваша инфраструктура обладала запасом вычислительной прочности. Корпоративные данные находились в безопасности, а бизнес работал без перебоев. Держитесь тех самых 20% аппаратного резерва, который отличает системный подход профессионала от специалиста, полагающегося на случайное везение при работе с критическими данными бизнеса. До встречи!